Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин и ее признание вам. О чем же она нам поведает сегодня, эта женщина? Каждый загадывайте свою женщину. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вот знаете, как будто вот вы сейчас чего-то ожидаете. Вот вы ожидаете, живете вот с надеждой. Кто-то живет с надеждой на будущее, но у некоторых может проигрываться, что все-таки вот вы ждете, причем ждете свою женщину, которую вы потеряли. Это проигрывается очень четко, поэтому я вот не могу сказать, да, вот конкретно каждому из вас, потому что это общий расклад. Но опять же, одни из вас живут надеждой, вторые живут надеждой на то, что вы помиритесь. Причем вы мужчина довольно сильный. Я не могу сказать, что вот вы сломлены. Да, вам больно, вам обидно, очень неприятно, да, то, что случилось в вашей жизни. Но, тем не менее, вот вы как-то пытаетесь по жизни держать марку. Вот даже если вам плохо, тяжело, вы на людях будете стараться вот держаться. То, что вам плохо, вы будете, ну, как-то держать внутри, да, не показывать. Вы, может быть, даже будете улыбаться на людях, но это будет как, знаете, вот смех сквозь слезы. Вот очень вы такой человек, ну, я бы сказала, знаете, ну, не то чтобы скрытный, но вы теперь не доверяете окружающим, вы не очень им доверяете. Вот вы очень сильно будете присматриваться к человеку, если это новый человек в вашем окружении, прежде чем ему довериться. Но тем не менее, вот все-таки, да, вы мечтаете, вот некоторые из вас, да, вот вы все-таки мечтаете о женщине, вы мечтаете воссоединиться, помириться. Может быть, кто-то думает, что она придет, она покается там и так далее. Может быть, даже некоторые из вас, ну, либо же писали ей уже что-то там, предлагали, может быть, да, либо же вы ждете от нее письма, какую-то весточку, вот ждете просто. Да, вы об этом не говорите. Вот я вам скажу, вот вы как-то по жизни вот в себе больше держите все. Вот держите вы в себе. Вы очень такой вот человек, который нацелен на семью. Вот семья и любовь у вас одно из главных ваших таких, вот я бы сказала, ну, приоритетов, что ли. Вот работа, семья, это как бы у вас, ну, и, наверное, чуть ли не на одном уровне. Хотя даже я бы сказала, что семья, наверное, все-таки перевешивает. Теперь смотрите. К нам на расклад пришла женщина, с которой вот вы были парой. Вот именно парой, да. У кого-то это жена, у кого-то просто женщина, с которой у вас были отношения. И все-таки, я думаю, это та женщина, о которой вы думаете и очень много думаете, да, о которой, может быть, вы мечтаете. Давайте-ка посмотрим, какая же она, что же она хочет нам поведать. Вот знаете, это женщина, которая, она ведь тоже раньше вот была ориентирована на семью. Вот даже в начале знакомства с вами, да, она была ориентирована на семью, все. Потом как-то вот жизнь как будто бы ее немного потрепала и испортила. Это может быть и ваша забота ее испортила. Это и те, может быть, деньги, подарки, вот та комфортная жизнь, которую вы ей обеспечивать старались, немного ее подпортила. Вот она из такой вот какой-то вот, ну, не то чтобы дурнушки прям, ну, из простушки такой, может быть, самой обычной среднестатистической женщины, она вот выросла как бы в красивого лебедя такого, да. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Она стала с вами вот и краше, она стала как-то лучше, уверенней, да, вот. Именно с вашей поддержкой вот она такой стала. И материально, и морально. Вот как-то вы в нее вкладывались, вот как будто из Золушки вот принцессой стала, да, вот если сравнить.
Женщина, которая, знаете, вот она будет наблюдать, вот ей нужно, допустим, там в чем-то разобраться, она будет даже за вами, вот даже на расстоянии она способна наблюдать, она способна следить. Такие женщины любят лазить по телефонам, там, по соцсетям странички читать. Она на самом деле не очень простая. Вот именно с вами она стала другой. Я думаю, вы тоже замечали, что в начале вашего знакомства она кардинально была другой. Вот как-то вот ваша вот жизнь совместная, она очень сильно ее поменяла. Причем, смотрите, в чем же она хочет признаться. Вот та ситуация, которая происходит сейчас между вами, она ведь и ей жизнь потрепала. Она потрепала ее в том плане, что она не получила, чего хотела. Она думала, что у нее будет совершенно другой ухажер, может быть, даже там женитьба, семья и так далее. Этого у нее не вышло. Она осталась, ну, как бы у разбитого корыта. Она, знаете, она хочет вам признаться в том, что она жалеет, что у вас все так вышло. Вот она жалеет о том, что вот не смогли, ну, сберечь семью, либо же отношения. Это ее как бы такая маленькая тайна. Вот она жалеет об этом реально. Давайте-ка посмотрим, о чем именно она жалеет. Что же могло быть по-другому? Да уж, она жалеет, что ей сейчас некому давать деньги. Печалька. Я-то думала, что она все-таки там чувства, может, стали, что она любит, может быть, вас до сих пор. Нет, она, вы видите, очень четко эта карта вот говорит одна за весь расклад, что человек любит, когда ей дают деньги, подарки, когда человек любит красивую жизнь, да, путешествия. Вот единственное, что она жалеет, что она потеряла, вот она потеряла те деньги, тот достаток, она потеряла, вот у нее было, знаете, какое-то вот сродни душевному спокойствию, уверенности в завтрашнем дне с вами. Вот она в этом и признается, что сейчас у нее нету этой уверенности, потому что, ну, как бы надежного плеча рядом нет. Она думала, что у нее будет, ну, взамен вам, как бы другой обеспеченный ухажер, который точно так, либо же еще больше будет ее кружить, обеспечивать, давать деньги. Ну, это не вышло у нее. Тем более она думала, что, может быть, она и замуж выйдет еще за обеспеченного мужчину. Этого тоже не случилось. Поэтому вот она как-то, знаете, как будто вот периодами она как-то задумывается, а как жить дальше, да, а где брать деньги, а кто будет вот ее все хотелки удовлетворять, да, вот потому что вот вы как вот эта вот дающая рука у нее были раньше. Вот все, что она хотела, ну, по крайней мере, почти все, да, вот, ну, в соответствии, конечно, с вашими возможностями, вы старались как-то ей угодить. Это не оценилось. Давайте-ка вот все-таки уточним, почему это не оценилось, да, вот дилемма, если вы так хорошо к ней относились, почему она это не оценила? Вот знаете, она настолько вот взорвалась от вашей заботы, внимания, да, вот от ваших даже, может быть, красивых поступков, да, вот, может быть, вы там совершали что-то такое, там и помощь, и поддержка, и внимание, и так далее. Она просто зажралась, я вам скажу. Вот я не вижу, что ее что-то прям сильно не устраивало. Вот я не вижу, что она прям такая, ну, я не знаю, гуляка, да. Нет, она просто вот как зажравшаяся женщина, которую избаловали. Вот избаловали вы своим вниманием, своей заботой, вниманием и так далее. Конечно же, плюс деньги, подарки, да, которые вы вот эти вот все хотелки удовлетворяли. Вот женщина, которая начала ходить направо-налево, просто для разнообразия, от скуки какой-то, да. Вот у нее я не вижу абсолютно, ну я не вижу, что у нее был повод какой-то там изменять, допустим, врать вам, да. Вот я не вижу. Человек, который жил в полном шоколаде.
Она просто, вот знаете, как каждый день, допустим, борщ, иногда и супчика хочется, как некоторые говорят, да, потому что, ну, как бы муж надоедает, да. Вот и сродни вот этому она пошла просто по наклонной от скуки. От скуки. Она не думала, что так пойдет все. Она абсолютно не думала. Да, она в какой-то степени сожалеет. Но сожалеет она за деньгами, за красивой жизнью. Я не вижу любви вот в ваш адрес, да, вот любви к вам. Вот не вижу от слова совсем. Причем, знаете, вот она вот даже очень ждет, она ждет шага от вас. Она ждет какую-то весточку от вас. Причем, знаете, вот она как будто бы может даже проигрываться, что она может, ну как, вот не то чтобы там следить до сих пор за вами, но она выспрашивает о вас, она интересуется вами, вашей жизнью. Она очень надеется, что вы все-таки даже спустя через много лет, ну не лет там, допустим, но много времени вот после вашего разрыва, что вы снова объявитесь. Вот, по крайней мере, она этого ждет, но опять же она ждет ради денег, да. Вот, ребята, кто очень хочет, чтобы ваша бывшая вернулась, ну, как бы посмотрите, здесь не нужно даже быть великим тарологом. Вот одна вот эта карта. Она уже нам говорит о том, что женщина хочет, чтобы ей давали деньги. Она это любит. Она любит мужчин, которые дают ей деньги. Поэтому в ее жизни сейчас вот никого нету, кто мог бы обеспечить ее вот эту вот комфортную жизнь, к которой она привыкла, да, вот она не может с этим смириться, даже я бы сказала, вот не может. Так, ну, кто бы сомневался, ну вот посмотрите, ну вот две карты, да, вот. Человек ждет, да, мужчину, который будет дарить подарки, который будет давать деньги, да. Вот она будет и дальше по жизни искать. Вот не получится с вами, да, вот она ждет, она бы хотела, чтобы вы появились снова в ее жизни, но только для денег и подарков, да, вот две карты. Вот мужчина, дающий деньги и подарки. Ну, то есть не обнадеживайте себя тем, что она до сих пор вас там любит, что она, может быть, хочет помириться, что она о чем-то жалеет. Нет, ребят, она жалеет всего лишь об одном, что у нее нет той жизни, которую она хочет, к которой она привыкла. Она, кстати, даже считает, что она заслужила, потому что, ну, я думаю, там самооценка все-таки у нее повысилась и хорошо повысилась. Это когда-то она была попроще. А вот с вами у нее самооценка здорово повысилась, и она считает, что она должна быть вот такая вся из себя всегда. Она должна и хорошо одеваться, она должна комфортно жить. Она вообще должна быть всегда на высоте, понимаете? Вот она включила такую звезду королевишну. Но, тем не менее, вот сейчас некоторый кризис у нее проигрывается. Да, у нее периодически бывают мужчины, бывает, но это, ну, недолговременные абсолютно. Это женщина, которая, ну, не ценит, знаете, вот она хочет мужчину обеспеченного, там, с деньгами, все, чтобы все вот эти хотелки ее удовлетворял. Но она не ценит. Вот я вам скажу, даже если в ее жизни появится еще мужчина, она останется такой же. Вот она не будет абсолютно ценить то, что вот для нее делает. Это не тот человек. Вот вы взрастили, знаете, как говорят, змею пригрели на груди. Она абсолютно не ценит то, что для нее делает. Вот пока она была еще как бы золушкой, да, вот в начале вашего знакомства, может быть, такой серой мышкой, самой обычной, то она немножечко по-другому себя вела и мыслила по-другому. Сейчас же вот она такая вся звезда стала, да, вот с вами она стала звездой постепенно. Она возомнила, что она вся такая раз такая, да, кружите меня, кружите. Но, тем не менее, человек не понимает, что далеко не каждый мужчина будет ее кружить. Она не понимает, что мужчины тоже разбираются в женщинах, особенно те, которые имеют большой жизненный опыт. Мужчины, которые, ну, просто на раз-два видят таких корыстных женщин и, как правило, бросают, и иногда очень жестко бросают.
Поэтому вот такое ее признание, да, что вот она бы хотела, она ждет и весточки от вас, она ждет шага от вас, ей плохо, ей обидно, да, но опять же ей плохо из-за того, что нет денег и нет подарков, нет той красивой жизни. Поэтому, ребята, думайте, кто хочет быть с такой женщиной, дерзайте, авось получится. Но придется снова просто вот в никуда давать деньги, давать подарки, и снова это не будет цениться, потому что, как вы знаете, и как я говорила уже много раз в своих видео, ну, человек не меняется. Чтобы человек поменялся, он должен захотеть сам, и должна быть очень сильная мотивация. И то кардинально человек никогда не поменяется. Поэтому другой она не станет. Вот просто сядьте, знаете, вот как многие психологи советуют, поделите лист бумаги вот просто пополам. И напишите справа все плюсы этого человека и слева все минусы. Ну так, по-честному. Либо же плюсы вот вашей совместной жизни, вот если бы вы сошлись, да, вот что бы было. Что было хорошего, а что было плохого. И сравните, чего больше. Заботы, внимания, ласки и так далее. Либо же еще чего-то, либо же скандалов, гадостей каких-то там, не знаю, у каждого это будет свое. И подумайте, вот взвесьте просто все за и против. Сколько было плюсов, сколько было минусов. Это, кстати, очень такой полезный психологический трюк. И его можно всегда и везде в разных ситуациях применять. Вот просто напишите плюсы и минусы и сравните, чего больше. А потом подумайте, стоит ли вот менять шило на мыло, да, и снова дважды в одну реку вступать. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!